Привет, друзья! Продолжаем нашу рубрику «Берем с полки папин цифровичок». Сегодня у меня на обзоре цифровичок из личных архивов, который я лично в свое время покупал для того, чтобы пользоваться и снимать. Это фотоаппарат Samsung EX2F. Самый продвинутый и самый последний цифровой компакт этой корейской компании. Это фотоаппарат 2012 года. Я его в 2012 году и покупал. У него был предшественник Samsung EX1. По сути, точно такой же фотоаппарат, только у него была CCD-матрица на 10 мегапикселей. Здесь уже стоит матрица на 12 мегапикселей Smog. Фотоаппарат по-своему интересный, хотя, конечно, у него были в то время конкуренты типа Panasonic LX7, и до них он, наверное, немножко не дотягивал. Это фотоаппарат для продвинутых любителей фотографирования. Здесь у нас есть все атрибуты, которые помогают нам снимать. Здесь есть откидной экранчик, достаточно большой, красивый, сочный, яркий, AMOLED. Samsung тогда применял AMOLED и пихал его везде, где только можно, запихнул сюда, разумеется. Также здесь есть куча колесиков. Здесь колесики для выбора режимов, колесики для выбора режимов, колесики для дополнительной какой-то информации. Здесь есть колесико для управления диафрагмой и другими параметрами. Оно нажимается, кстати. Здесь есть функциональная кнопка, вот она, на которую можно повесить многие настройки. Как водится, в то время Samsung любил пихать всякие штучки типа соцсетей, Wi-Fi и так далее. Здесь все это много представлено. Естественно, все это в начальном уровне, работает еще через одно место и поэтому неиспользуемо. Но как фотоаппарат, сам этот аппарат достаточно интересен, поэтому про него рассказываю. Здесь используется матрица 1 к 1,7 дюйма с обратной засветкой. Редкость в то время, тем более на таких компактах. Что теоретически дает нам возможность снимать в темное время суток. И это действительно так. Этот фотоаппарат, в принципе, можно назвать, в отличие от тех фотоаппаратов, которые я обозревал ранее, которые были чисто дневными, этот фотоаппарат можно назвать ночным. Я бы его даже назвал чисто ночной. Потому что здесь используется объектив со светосилой 1,4 на широком конце, эквивалентным 24 мм. И на длинном конце примерно 80 мм здесь будет около 3 светосила. Что позволяет снимать достаточно неплохо в темноте, в условиях городской съемки, в помещениях и так далее. То есть этот объектив реально выводит. Плюс здесь есть стабилизация изображения. И на выдержках что-то типа 1/4 можно фотографировать с рук без смаза. Естественно, у вас в этом случае, если объекты движутся, то они будут все размазаны в хлам, но тем не менее сама картинка, та, которая была статичной, окажется статичной, и все будет нормально, достаточно резко все будет. Сам фотоаппарат достаточно компактный, он по размеру вмещается в карман, в большой карман, в карман куртки, в карман каких-то больших штанов, естественно, в карман джинсов он тоже, наверное, влезет, но со скрипом. Вот для сравнения могу показать ориентировочно размер смартфона. То есть он существенно по длине короче, чем смартфон, по толщине, естественно, он больше, но не сказать, что прям зашкаливает. И по высоте меньше. То есть, относительно компактный фотоаппарат, можно так сказать. Весит он порядка 300 грамм, чуть больше. Вполне сравнимо с какой-нибудь сменой, если брать пленочную эпоху. Или чуть-чуть больше, чем современный смартфон. Что делает этот фотоаппарат, в принципе, идеальным для путешествий? Я его, собственно говоря, под эти цели и брал в свое время. Я долго думал и мучился, хочу ли я зеркалку, нужна ли мне зеркалка. И я понял, что снимаю я мало и не увлекаюсь фотографией. В тот момент я действительно не увлекался фотографией. И мне нужен фотоаппарат, который будет снимать из серии «навелся и снял». Естественно, хотелось, чтобы он снял как-то хорошо. Поэтому я долгое время, в свое время выбирал. И те варианты, и другие варианты. Я остановился вот на таком цифровом компакте с большой светосилой и с кучей разных настроек. Фотограф я был тогда неискушенный и снимал из серии «навелся и снял».
Поэтому я брал этот фотоаппарат в путешествие. В те времена еще люди когда-то доковидные, еще и докризисные ездили в путешествие. Это было достаточно доступно. Мы тоже ездили. И, как оказалось, не так уж и мало поездили. Фотоаппарат, мне казалось, что я его почти не использовал, потому что со временем ему где-то в 2014-2015 году заменил смартфон. Но за это время я наснимал с ним кучу кадров, там порядка 10 тысяч кадров. И чтобы выбрать сейчас для обзора какие-то интересные кадры, пришлось перелопатить целые архивы. В то время этот фотоаппарат меня ужасно разочаровал своей картинкой. Мне казалось, что она какая-то непонятная, потому что у меня до этого был фотоаппарат Canon, который давал достаточно естественную и приятную картинку. И вот я стремился к такой картинке. А здесь была картинка несколько другого характера. Он разукрашивал разные цвета, в красный особенно уходил. То есть создавался такой эффект некой пленочности, что ли. Ну, в то время я фотограф был неискушенный, ни на пленку, ни на что другое не снимал, и этого, так сказать, эффекта не понял. И мне казалось, что все это выглядит ужасно, и, в общем, я был очень разочарован этим фотоаппаратом, и вернулся к нему сравнительно недавно, посмотрел архивы и понял, фотки-то интересные, снимает он так, ну, скажем так, с изюминкой. Естественно, от столь крохотной матрицы не стоит ждать каких-то больших чудес. Его рабочая ISO не превышает 400, на 800 он уже начинает безбожно шуметь. Вот, поэтому даже автоматика здесь ISO выше 400 не задирает никогда. Естественно, никакого динамического диапазона особого столь крохотной матрицы нет. И во время съемки вам зачастую приходится выбирать. Либо небо будет выбито, либо тени будут очень темными. И когда вы будете их пытаться высветлить, то, скорее всего, там полезут шумы. Ну, я в те времена вообще не заморачивался, просто снимал. Сейчас бы я когда сейчас снимаю, стараюсь все-таки выбрать приоритет в пользу света, потому что тени можно все-таки каким-то образом подтянуть. Вообще не знаю, если сравнивать с современными смартфонами, наверное, этот фотоаппарат все-таки им, если не проиграет, то уж точно не превзойдет, это однозначно. Но, тем не менее, он дает достаточно самобытную и интересную картинку с преобладанием такого более пленочного вида, что ли. И в чем он действительно хорош, не знаю, применимо ли слово «хорош», неплох как минимум. Наверное, современные смартфоны его в этом параметре даже, наверное, слегка уделают, а может даже и не слегка. Это ночная съемка. Ну, для 2012-2013 годов, когда у меня появился этот фотоаппарат, конечно, я был удивлен, насколько все-таки можно снимать ночью и без вспышки. И всякие разные штуки, эффекты, города, путешествия, людей. И все это можно снимать без вспышки. Ну, выдержки, правда, здесь получались достаточно увесистые, там что-нибудь типа 1/6, 1/4. Но, тем не менее, фотографии получались. Не все, конечно, но многие получались. И получались местами даже красивые фотографии. На предыдущих итерациях мыльниц подобного плана такое было сложно достижимо, по крайней мере, те мыльницы, которые у меня были, ночью, можно было сказать, снимать на них было запрещено, потому что все равно ничего толком бы не получилось. Естественно, чтобы снимать ночью, нужно определенные правила соблюдать, нужно иметь определенные навыки, в отличие от нынешних смартфонов, где просто достаточно тыкнуть пальчиком, здесь все-таки было этим заниматься несколько посложнее. Но, с другой стороны, противоположность съемки днем мне вот на нем как-то не особо нравились. Были какие-то проблемы все время. То какая-то недостаточно насыщенная картинка, цвета какие-то блеклые. Постоянно что-то выбивается. То небо выбито, то какие-то блики выбиты, то люди выбиты из-за того, что на них попал блик солнца. То есть, днем как-то на него снимать непросто. Нужно понимать, где, как, что вы снимаете. В то время я был неопытным фотографом, просто палил налево и направо, поэтому много фоток таких не самых удачных. Но, тем не менее, если знать про ограниченный динамический диапазон и снимать в соответствии с этими, так сказать, правилами, то вполне можно что-то получить достаточно интересное. Кадры получаются довольно интересные, особенно если сейчас бы я немножко чуть-чуть подуменьшил экспозицию, и кадры бы получились чуть-чуть потемнее, и вот такой бы вполне пленочный эффект бы проявился. Раньше я снимал как есть из коробки, поэтому зачастую кадры были какие-то пересвеченные или слишком светлые, или такой какой-то флер типа дымки какой-то на них появлялся. Я так подозреваю из-за того, что оптика слишком светосильная. Ну а сейчас будет небольшая галерея фотографий на пару минут, после чего я расскажу вам о самом фотоаппарате.
Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Как я понимаю, основным прообразом для этого фотоаппарата послужила G-серия от Canon, Canon PowerShot. Они выпускали, по-моему, по сей день выпускают модели G, G1, G2, G там и так далее. У меня вот сейчас вот есть на руках довольно древняя модель 2006 года или 2005 года, G6. Она тоже оснащена поворотным экраном. У нее тоже есть куча всяких режимов, настроек и так далее. И у нее довольно светосильный объектив от 2 до 3,0. Правда, угол обзора у него несколько поменьше, но с другой стороны и телевик зато существенно больше, примерно до 135 мм в эквиваленте. То есть 35-135. Ну, достаточно приемлемый, на мой взгляд, угол, и достаточно интересные кадры тоже можно получать благодаря такому телевику. После этой модели Canon эту серию G сильно изменил. Появилась модель G7, очень похожа на вот этого товарища. Там все было кардинально переработано, они существенно расширили угол, появилась оптическая стабилизация, и аппарат существенно уменьшился в размерах. Вот по этим лекалам, в принципе, я так понимаю, и создавался Samsung. Что-то похожее они пытались сделать. Естественно, он довольно прилично отличается, здесь нет видоискателя, но тем не менее по размерам он очень, как я сказал, достаточно компактный. Если надеть вот такую и вот так пытаться в него фотографировать, то хват у него, ну не скажу, что идеальный, но в силу того, что вес небольшой, держать его более-менее удобно. И к тому же не приходится смотреть видоискатель, а приходится смотреть в экран в основном. Так, или либо вообще вот так. Предшественник EX1 имел чуть более темный объектив 1.8, здесь 1.4. Это дает такой интересный опыт в съемке. Теперь по самому устройству фотоаппарата. Как я сказал, держать его более-менее удобно, но надо понимать, что это не ухватистая зеркалка. Это маленький достаточно фотоаппарат, и каких-то особых требований к нему не прилагается. Здесь есть выступ, здесь есть колесико, которым мы можем менять, например, диафрагму, выдержку и так далее, в зависимости от ситуации и от режима, который мы выбрали. Здесь есть, естественно, режимы различные для съемки, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, различные сюжетные эффекты, видео. Аппарат, кстати, снимает относительно неплохое видео, Full HD уже. Не могу сказать, что это что-то очень выдающееся, но оно вполне сносное. Особенно если, не знаю, снимать в ЧБ. Я даже несколько роликов на этот фотоаппарат пытался снять, такие проводки там и так далее. Вот, и фотик этот очень неплохо снимает макро, в том числе и видео. Здесь есть также стереозвук, и пишет он вполне приличным, интересным стереозвуком. Попробуем фотоаппарат включить. Включается он вот такой кнопкой. Здесь загорается такая, ну, по-самсунговски яркая синяя кнопка. Здесь самсунговский же AMOLED дисплей, по-моему, порядка 400 тысяч точек.
И вот так вот относительно немного выезжает объектив. Если мы сложим экран, получится такая картина. Ну, как вы понимаете, таким образом можно снимать и селфи. Ну, достаточно тоже неплохо получается. Особенно по тем временам, когда смартфоны еще толком их снимать не умели. Здесь есть достаточно объемистые настройки. Опять же, по-самсунговски яркие и кричащие. Что-то тут плюхает, бухает, щелкает, мяукает. Естественно, здесь есть вспышка, которая вот так выезжает. Ну, более-менее мощная, достаточно неплохо фотографирует. По крайней мере, меня устраивало всегда, как она фотографирует. Здесь есть также горячий башмак, то есть можно установить любую вспышку или синхронизатор и снимать при помощи него. Сам корпус, кстати, сделан из магниевого сплава, то есть он достаточно прочный и достаточно легкий. Вот эта штуковина откручивается. Сюда можно ставить различные насадки, например, насадку для того, чтобы не эту крышечку использовать, а такую самораздвигающуюся. Также можно установить здесь дополнительные, более широкие линзы. Дисплей у фотоаппарата, кстати, очень яркий, и не всегда по нему правильно можно определить экспозицию. То есть кажется тебе, что с фоткой все окей, а когда смотришь на компьютере, оказывается, что какая-то она была слишком темная. То есть, в общем, этот параметр отрегулировать очень непросто. Зум здесь достаточно медленный и довольно-таки с большим шумом работает. Но это, на мой взгляд, далеко не самое главное. Когда снимаете видео, шум от зума тоже слышен. Автофокус здесь такой, как обычно, контрастный, он достаточно средний. Не всегда попадает с первого раза. Я, как обычно, выставил центральную точку и по ней фокусируюсь. Но зачастую в темное время суток сфокусироваться не так просто, как, опять же, и на многих других фотоаппаратах. Батарейка здесь достаточно маленькая. Достать. Вот такого формата. Но, тем не менее, довольно живучая. На там 200-300 кадров ее вполне хватает. То есть можно спокойно выйти из дома, пофотографировать и вернуться еще с заряженной, еще не полностью разрядившейся батареей. Карты памяти, разумеется, SD. Не знаю, не проверял, какой здесь максимальный объем. Мне 16 или 32 гигабайта вполне хватает. Вот их ставил, вполне с ними дружит. Здесь есть куча каких-то сюжетных программ. Ну, они все, естественно, по-самсунговски нелепые. Просто так один раз посмотреть, как говорится, поржать. Использовать их невозможно. Вот, типа, например, там, художественная кисть. Еще что-то из той же серии. Есть режим здесь HDR, который позволяет типа расширить свой динамический диапазон. Но он работает так плохо, что пользоваться им тоже не хочется. Это был короткий рассказ о моем фотоаппарате Samsung EX2F. Краткое резюме: фотоаппарат достаточно интересный, небольшой, прекрасный компаньон для путешествий. Снимает примерно на уровне нынешних смартфонов, может быть чуть хуже или чуть лучше. Но у него есть преимущество в том, что он дает более самобытную и интересную картинку. Плюс у него все-таки объектив, который меняет плавно фокусное расстояние, и фокусное расстояние можно подгонять любое. В пределах от 24 мм в эквиваленте до 80 мм. Фотик по-своему интересный, позволяет делать довольно-таки интересные кадры. Так что, если есть возможность, вдруг вам попадется такой фотоаппарат, и будет желание поснимать, можете его брать. Вполне нормальный, интересный фотоаппарат. Хотя, конечно, надо понимать, что это маленький фотоаппарат с маленькой матрицей, и не ждите от него чудес. Он вам не заменит полнокадровую матрицу. То есть, допустим, если взять и сравнить его с Sony A7, даже первой генерации, которая у меня есть, там он близко не валялся ни по динамическому диапазону, ни по качеству картинки, ни по остальным параметрам. Но в качестве такого вот решения взял с собой, пошел что-то поснимал для, как я говорю, вайба, да, это вполне рабочее решение и интересное. И опять же, он отличается от смартфона своей более интересной картинкой. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.